Сяо Янь создал поистине потрясающую марионетку Северного Короля. Святой Шести Звезд – это сильнее, чем сам Сяо Янь сейчас. Идеальная машина для убийства. Но сперва ее нужно закалить. Что же произойдет в бассейне молний? И как Сяо Янь поднимет свою собственную силу? А вначале поставьте лайк и напишите комментарий для поддержки ролика. Кстати говоря, это в трейлере показано новое тело Хунь Мишена. Да, именно так. Клан Хунь тоже не бездействовал. Пожирающее пустоту пламя и Хунь Тяньди появились вместе. Хотя были видны только их спины, присутствие пожирающего пустоту пламени все равно было весьма впечатляющим. Хунь Тяньди сохранил свой облик благородного учителя, в то время как пожирающее пустоту пламя превратилось в человека, облаченного в черную мантию, золотые наплечники и с длинными черными волосами, столь же величественно. Важно понимать, что пожирающее пустоту пламя и Хунь Тяньди – главные злодеи во всем аниме. Они вдвоем подняли бурю на континенте Доуци и вместе уничтожили древние кланы. Перед ними на коленях никто иной, как глава Зала Душ – Хунь Мишен. Сяо Янь сокрушил физическое тело главы, но старейшина Хунь Цяньмо спас его душу. Теперь усилиями клана Хунь его воскресили и подарили новое тело. Хунь Мишен стал еще сильнее и снова жаждет мести Сяо Яню. А вот сама марионетка Северный Король показана лишь в одном кадре, и то со спины. И еще здесь в окружении молний издалека, так что я использовал кадры с Хунь Мишенем для наглядности. Сяо Янь и марионетка Северный Король прибыли в пространство пустоты в бассейн молний. Можно было заметить серебристые вспышки, мерцающие на краю бесконечной тьмы. Сяо Янь неподвижно парил посреди пустоты, глядя на гигантский бассейн молний. Именно здесь в прошлый раз он завершил улучшение небесных марионеток и встретил директора Академии Дзянань, Мань Тяньчи из клана Лэй. Тогда его положение было крайне жалким. Он спасался бегством от черных молний, понимая лишь одно – прикосновение к ним означало смерть. Но теперь все изменилось. Его нынешняя цель заключалась именно в тех черных демонических молниях, от которых даже Мань Тяньчи был вынужден спасаться. Ему требовалась их разрушительная сила, чтобы усилить Северного Короля. «Идем». Сяо Янь улыбнулся и первым направился вниз. Северный Король безмолвно последовал за хозяином. Раньше каждое погружение в бассейн требовало предельной осторожности. Тогда Сяо Янь опасался вызвать одновременно десятки тысяч молний. Сейчас же он выглядел совершенно спокойным. Парень свободно парил внутри бушующего пространства, а молнии, приближаясь к нему, внезапно застывали и в панике меняли направление. Они ощущали ужасающую сущность, скрытую в его теле. Сяо Янь без остановки углублялся все ниже. Очищающее пламя лотоса окутывало его защитой, не позволяя молниям причинить вред. Репутация третьего небесного пламени действительно была заслуженной. Бассейн молний оказался невероятно глубоким. Лишь спустя 10 минут стремительного спуска Сяо Янь достиг его самых темных областей. Перед ним простиралась тусклая бездна, а в ее центре извивался огромный черный сгусток света, напоминающий дракона из молний. Неудивительно, что даже директор Мань Тяньчи бежал отсюда. Даже с нынешней силой выражение Сяо Яна стало серьезным, но вместе с осторожностью в нем вспыхнуло и возбуждение. Если Северный Король сумеет поглотить эту силу, он достигнет идеального состояния и сможет сражаться против святых шести звезд. Подобный помощник станет бесценным оружием. Сяо Янь остановился у границы области, переполненной черными демоническими молниями. Перед ним клубились бесчисленные черные вспышки, и даже он испытал потрясение. Эта молния обычно появлялась лишь при рождении целебной пилюли 9-го ранга, но здесь ее было бесконечно много. Мир действительно скрывал неисчислимые тайны. Он уже сталкивался с такой молнией во время соревнований Малой башни пилюль. Однако та сила не шла ни в какое сравнение с нынешней. Представьте, эти черные молнии те же, что от пилюли 9-го ранга, но в несколько десятков раз сильнее. А мы помним, что при попытке поглотить ту черную молнию, обычные марионетки Сяо Яня превратились в пыль. По его приказу, Северный Король шагнул вперед и медленно вошел в область черной молнии. Вот мы смотрим аниме «Расколотая битва Синева Небес». А если бы могли играть за Сяо Яня? Это возможно. Встречайте игру «Расколотая битва Синева Небес. Решающая схватка» или «Пик Шоудаун». Станьте Сяо Янем и пройдите путь от обычного юноши до сильнейшего культиватора под небесами. Вас ждут динамичные реал-тайм бои, глубокая система прорывов, мощные техники, алхимия и сотни легендарных артефактов. Каждый бой — это яркое зрелище, а каждое новое царство — новый уровень силы. Игра полностью передает дух оригинальной новеллы. Атмосфера, история, персонажи и тот самый вайб, который мы все так любим. Красивая графика, плавный геймплей и регулярные обновления с новыми событиями не дадут заскучать.
Хотите начать свое восхождение к пику небес прямо сейчас? Скачивайте игру на X7 Game. Быстро, безопасно и без лишних хлопот. Это приложение можно установить как на Android, так и iOS. Ссылочка в описании. Едва он появился, молнии сразу заметили чужака. Над его головой с грохотом возникла гигантская черная демоническая молния, похожая на свирепого питона. Северный король остановился и спокойно поднял руку. Вместо уклонения молния словно разъярилась и яростно обрушилась вниз. Раздался взрыв. Но в тот момент, когда молния коснулась тела Северного короля, из него вырвалась сила притяжения. Черная молния не разрушила его, а была полностью втянута внутрь. По телу марионетки вспыхнули черные искры, а изнутри послышались треск и хруст. Сяо Янь внимательно наблюдал и вскоре заметил, как неистовая энергия молнии постепенно поглощается телом Северного короля, усиливая мышцы, кости и каждую частицу его физической оболочки. Эффект оказался даже лучше ожидаемого. Черное тело Северного короля становилось все плотнее и сильнее. Было очевидно, сила молнии идеально подходила для его развития. Однако радость Сяо Яня длилась недолго. Вскоре десятки черных демонических молний обратили внимание на Северного короля и окружили его. Все-таки он привлек их. Северный король резко взмыл в воздух. Молнии ринулись в погоню и одна за другой начали поражать его тело. Грохот разносился по всему бассейну. Каждый удар обладал ужасающей силой, способной вызвать проблемы даже у святого. Но Северный король выдерживал все. Молнии исчезали внутри его тела, а он лишь отлетал назад, после чего снова принимал удары. Сяо Янь наблюдал с удовлетворением. Физическое тело Северного короля уже достигло чудовищного уровня. Основа из тела Северного короля драконов, поглощение двух других драконьих королей и очистка очищающим пламенем превратили его в поистине ужасающую марионетку. Даже Цзи Янь сейчас уступала ему в чистой силе тела. Если так пойдет и дальше, через 2 недели он завершит прорыв. Сяо Янь расслабился, как небольшая черная демоническая молния неожиданно устремилась прямо к нему. Розовое пламя мгновенно вспыхнуло и поглотило ее. Сяо Янь удивился, когда внезапно ощутил поток невероятно чистой энергии, проникшей в его тело. Она быстро распространилась по меридианам и органам, неся с собой грозовую мощь. Электрические искры проникали в плоть, вызывая странное чувство бодрости и даже удовольствия. Это сила пожирания, полученная от пламени пожирания пустоты. Открытие поразило его. В этот момент на его плече вспыхнул свет. Появилась малышка И. Ее глаза были прикованы к этим черным демоническим молниям, а в уголке губ появилась слюна. «Как вкусно», — сказала Сяо И. Она сглотнула и раскрыла рот. Сила пожирания притягивала сразу десяток молний. Те стремительно рванули к Сяо Яню, и все без исключения были поглощены малышкой И. Она покрылась искрами, а новая волна чистейшей энергии снова влилась в тело Сяо Яна. Теперь он окончательно понял ее источник. Сердце забилось быстрее. Черная молния считалась невероятно злобной и опасной. Несмотря на владение очищающим пламенем лотоса, Сяо Янь не смел даже думать о ее поглощении. Но малышка И, используя лишь частицу силы пожирания, сумела очистить ее энергию. Сяо Янь невольно сглотнул. Он ясно ощущал, как его собственная сила начала расти. Парень поднял голову и жадно посмотрел на плотное скопление черных демонических молний. Раз малышка И способен их поглощать и очищать, то перед ним находился настоящий источник развития. На лице Сяо Яня появилась хищная улыбка. «Вы все принадлежите мне», – произнес он, ощущая все нарастающее предвкушение. Помимо прочнейшего тела марионетки, лишь дух очищающего пламени мог выдерживать яростную силу черной молнии. Малышка И взмыла вперед и зависла над скоплением черных молний. Розовое пламя разлилось вокруг, превращаясь в нити пожирающей силы. Любая черная молния, которой касалось пламя, тут же теряла возможность сопротивляться и одна за другой втягивалась в ее тело. Черные искры вспыхивали на теле Сяо И, пока она непрерывно пожирала молнии. Их яростная энергия очищалась и превращалась в невероятно чистую силу. Сяо Янь же направлял эту энергию по маршруту техники сжигания. Потоки могучей силы превращались в чистую доуци и заполняли его тело. Он ясно ощущал, как каждая клетка жадно впитывает эту энергию. Эффект оказался поразительным. Одна черная молния заменяла целый день обычной тренировки. Если так продолжится, мне будет несложно достичь высшего уровня святого 5 звезд. С улыбкой Сяо Янь вновь закрыл глаза и ускорил поглощение. На дне бассейна непрерывно гремели молнии. Среди этого хаоса были 2 ненасытных водоворота – Северный король и малышка И. Один без конца принимал удары и поглощал их телом, вторая пожирала молнии силой пламени. А между ними, окутанный искрами, сидел Сяо Янь, похожий на таинственного практика, скрытого среди грома. Так прошел целый месяц. За это время количество черных молний заметно сократилось, но столь же велики оказались и результаты. Тело Северного короля стало еще плотнее и темнее. От него исходила почти демоническая аура, словно его кожа превратилась в бездонную черную броню, способную пожирать любую атаку.
Теперь он действительно мог сражаться против Святого Шести Звезд. Более того, благодаря боевому опыту Северного Короля Драконов, противник был вынужден относиться к нему как к настоящему эксперту этого уровня. Но даже у такого усиления существовал предел. Независимо от количества поглощенных молний, дальнейший рост Северного Короля почти остановился. Сяо Янь покачал головой. Какой бы совершенной ни была марионетка, она все же оставалась марионеткой. Сам он также получил огромную выгоду. За месяц Сяо Янь прорвался до промежуточной стадии Святого Пяти Звезд и почти достиг ее вершины. Даже очищающее пламя лотоса изменилось. В его силе начали проявляться черные вспышки молнии, делая пламя еще опаснее. Однако вскоре возникла новая проблема. После прорыва тело Сяо Яня словно выработало сопротивление к энергии черной молнии. Эффект тренировок резко упал. Сяо Янь открыл глаза. В них мелькали тонкие черные искры. Он медленно выдохнул, и даже воздух содержал следы молнии. А я надеялся достичь высшего уровня Святого Пяти Звезд. Он встал, ощущая скрытую в костях и мышцах могучую силу, а затем подозвал Северного Короля и малышку И.